Привет, друзья! Сегодня новости, которые обсуждает вся Европа. Во Франции масштабные акции протеста, улицы блокируются, а новый премьер-министр сталкивается с вызовами сразу после своего назначения. В Германии громкая утечка данных, личный номер канцлера Мерца оказался у торговцев информацией. Тем временем Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен теряет поддержку, а в Баварии громкий скандал с нелегальным вывозом отходов в Чехию. Но это еще не все. Германия показала новую систему против дронов, а Куба в очередной раз погрузилась во тьму из-за масштабного блэкаута. Обо всем этом подробно прямо сейчас, досмотрите до конца. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить главные последние события Германии и Европы. Итак, во Франции разгорелась новая волна протеста под лозунгом «Давайте блокировать все». Акции начались сразу после назначения Себастьяна Лекорню новым премьер-министром и стали ответом на планы по снижению бюджетных расходов. Люди перекрывали дороги и железнодорожные пути, поджигали мусорные баки, а в Ренне был зафиксирован случай повреждения автобуса. Сразу же в десятках городов, включая Париж, Лион, Монпелье и Тулуз, были развернуты массовые акции гражданского неповиновения. В ответ власти мобилизировали внимание 80 тысяч полицейских, чтобы прекратить блокировки и восстановить порядок. По официальным данным было задержано почти 300 человек, из них более половины в парижском регионе. В ряде случаев демонстранты пытались взломать железнодорожный вокзал, а полиция применяла слезоточивый газ против протестующих, в том числе школьников, блокирующих вход в учебное заведение. Эти протесты привлекают очень разношерстную аудиторию, от леворадикальных активистов до профсоюзов и группировок желтых жилетов. Все они выражают общее недовольство президентом Эммануэлем Макроном и его политикой жесткой экономии. Власти, в свою очередь, обвиняют часть протестующих в организации беспорядков и предупреждают о риске вмешательства радикальных групп. Тем временем новый премьер Лекорню дал понять, что осознает масштабы кризиса и объявил о необходимости структурных и содержательных перемен. Он пообещал начать переговоры с оппозицией и профсоюзами, чтобы справиться с политическим расколом и продолжить работу над бюджетом страны. И это еще не все. В Германии возник серьезный инцидент, связанный с безопасностью высшего политического руководства. Сообщается, что личный номер мобильного телефона канцлера Фридриха Мерца попал в распоряжение нечистоплотных посредников. Речь идет о торговцах данными. Компания, которая специализируется на сборе и продаже личных контактов и другой частной информации, включая сведения о политиках, представителях армии и руководителях крупных компаний. Фридрих Мерц, занявший пост недавно федерального канцлера Германии, теперь оказался под угрозой утечки данных, которые могут использоваться кем угодно, от журналистов до хакеров. Такой прецедент вызывает серьезное беспокойство. Если речь идет о персональных номерах высших лиц государства, остается вопрос не только о личной безопасности, но и о работе всего аппарата власти. Пока что никаких официальных заявлений от правительства или самого Мерца по этому поводу не было, но уже ясно, утечка на столь высоком уровне – серьезный сигнал о том, как уязвимы даже самые защищенные структуры перед угрозами, связанными с защитой личных данных. И еще одна важная новость в продолжении политики Европейского Союза. В Европе возникает тревожный сюжет. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заметно теряет влияние. Это особенно видно после ее ежегодной речи о положении Европейского Союза в Европарламенте. Хотя традиционно этот формат – инструмент формирования общеевропейской повестки, но на этот раз ее попытки объединить Союз столкнулись с глубоким недоверием. После того, как фон дер Ляйен выстояла, назовем так, при голосовании о выражении недоверия, 360 депутатов проголосовали против, а лишь 175 за. Стало ясно, что ее позиция нестабильна. Рост числа критиков в Европарламенте, особенно слева и справа, лишь подливает масло в огонь. Некоторые даже видят в ее торговом соглашении с Соединенными Штатами Америки символ капитуляции перед Вашингтоном. Теперь фон дер Ляйен предстоит объяснить, будет ли она продолжать прежний курс или предпримет шаги для восстановления авторитета. На кону не только ее карьера, но и способность Еврокомиссии формировать европейский курс, пока ее влияние не сократилось до роли администраторши без мощного политического мандата. Но дальше еще одна новость, которая вызывает обеспокоенность. В Германии разгорается экологический скандал. Выясняется, что предприятие из Баварии без разрешения свозило десятки тонн отходов в Чехию. Теперь по распоряжению правительства Баварии около 300 тонн мусора возвращаются назад. Первая фура с отходами уже покинула чешский город Юржиков,
а за ней отправятся еще 3. В багаже, кстати, разные виды опасных материалов. Примерно 260 тонн композитов из стекловолокна и углеволокна, а оставшиеся 40 тонн – это отходы из литий-ионных батарей и других комбинированных материалов. После возвращения их направят на сортировку и временное хранение в районе Хофа, а затем на утилизацию в специальных немецких пунктах. В Чехии этот случай вызвал всплеск эмоций. Министр окружающей среды Чехии Петр Хладик назвал происходящее серьезным нарушением и отметил, что с рециклингом это не имеет ничего общего. Сейчас против ответственного за нелегальный вывоз мусора предпринимателя из Верхнего Пфальца уже возбуждено уголовное дело. Директор и его помощник находятся под стражей, а власти Баварии организовали перевозку вместо компании, которая разорилась. Останется ли ей компенсировать расходы, пока не ясно. А теперь на фоне последних новостей о дронах над Польшей, что делает Германия. А Германия представила технологическую новинку в обороне от дронов, созданную крупнейшим производителем оборонной техники компанией Rheinmetall. Его новая, назовем так, утильная система прямо призвана стать преградой перед нарастающим потоком беспилотников. И это решение не просто оружие, а целый комплекс систем, который охватывает от наземных объектов до важных объектов гражданской инфраструктуры. Так называемый Toolbox объединяет радиолокационные датчики на разных частотах, пассивные антенны, камеры с обзором 360 градусов и лазерные дальномеры, инфраструктурные и ТВ-модули. Все это интегрируется в соответственную командную систему под названием SkyMaster. Именно она преобразует данные в понятную картину воздушной обстановки в реальном времени и передает ее в централизованные органы управления. Мобильный формат этой системы позволяет использовать ее как в базовом варианте, так и на бронированных автомобилях. Главное преимущество оборудования Rheinmetall – это гибкость. В арсенале есть модули-джаммеры, агрессивно направленные сигналы помех, автономные перехватчики дроны, а также в перспективе лазеры высокой мощности и специализированные зенитные пушки. Их цель – справляться даже с самыми мелкими и маневренными дронами, угрожающими объектам любой важности. Эта инновация демонстрирует, как Германия стремится держать оборону в цифровую эпоху. На фоне роста угроз от беспилотников, будь то на военных полигонах или в гражданском пространстве, развитие таких систем приобретает жизненно важное значение. Решение Rheinmetall действительно можно назвать универсальным, и с его помощью защита готова к современным вызовам. А теперь к международным новостям. На Кубе снова произошло полное отключение электроэнергии на всем острове. В среду утром в 9 часов 14 минут утра по местному времени произошло отключение национальной электросети. Это уже 4-й подобный случай менее чем за год. Ответственное ведомство Кубы связывает такой сбой с аварией на теплоэлектростанции Антонио Гутерреса, однако точные причины все еще расследуются. Начали работу аварийной бригады, чтобы восстановить подачу электричества по всей стране. Уже началось постепенное восстановление электроснабжения в отдельных регионах. Усилия сосредоточены именно на подключении столичного региона и восточной части острова. Куба находится в тяжелом состоянии из-за хронического дефицита топлива, устаревшей энергетической инфраструктуры и осложнений с поставкой ресурсов. Большинство электростанций на острове работают уже, внимание, более 30 лет, и регулярные перебои в подаче электроэнергии стали обычным явлением. Народ устал, но, несмотря на это, протестов практически не слышно, а недовольство все-таки растет. Ранее правительство уже импортировало плавучие электростанции из Турции и анонсировало создание солнечных электропарков в рамках долгосрочных усилий по модернизации и снижению зависимости от ископаемого топлива. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.